Начнем с того, что в Крыму, по сообщению руководства региона, приостановлена продажа бензина. Давайте цитату Аксенова Сергея. Ну, вот мы сейчас об этом и скажем. Если можно, видео... Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации. Ну, собственно, вот. Значит, с подобным же заявлением выступил губернатор Севастополя. И тут вот какой момент. Да, вот сейчас из его официального канала сообщение. Ну, понятное дело, я думаю, новости все видели. Новости вполне понятно какие. Временно приостановлена, по сути, поставка топлива, потому что она шла через паром. До этого было 3 маршрута. Это сухопутный маршрут, это Крымский мост и вот паромная переправа. Ну, сейчас паром не функционирует некоторое время. Сухопутный маршрут тоже пока не очень доступен. Ну, а по действующим правилам провоз по Крымскому мосту прямо запрещен. Ну, причины причины все знают. Но в Темрюкском районе ночью на Керченской переправе был атакован паром Панагия. 1 человек погиб, к сожалению. Выражаем свои соболезнования. Еще 1 пострадал, сообщил штаб Краснодарского края. Ну, собственно говоря, не единственная эта проблема, возникшая в регионе. Если можно, давайте 1.4 цитату Михаила Развожаева, губернатора Севастополя. Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера филиала АО СО ЕС, системного оператора ЕС, Черноморская РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии. Подробный график будет публиковаться в аккаунте Севастополь-Энерго. Это, опять же, утреннее сообщение. Сегодня с утра много всего было. Но, понятное дело, вот мы вот это перечислили, но позитивом постараемся закончить. А к позитиву путь идет не близкий, поэтому, я думаю, все видели, что происходило с Московским нефтеперерабатывающим заводом 16-18 июня. Ну и это все произошло с Московским нефтеперерабатывающим на фоне уже существовавших вопросов о цене нефтепродуктов. И давайте посмотрим на одну фотографию. Вот мы как раз 1.5 фотографию посмотрим. Ее и в наш чат присылали, и в Телеграме, и в Максе, и в разных мессенджерах, в общем, рассылали эту фотографию из серии «Посмотрите, что творится в Москве». Кстати, да, я упомянул чат. Если что, нам можно задавать вопросы, писать комментарии, предложения с помощью QR-кода, который периодически будет вот в том углу появляться. Так вот, мы с вами здесь видим Стеллу, заправки, все так. Вот цены, которые там видны, все правда, все так и есть. Это не какой-то фейк, это не какой-то фотошоп и прочее, не нейросети. Но проблема вот в чем. Давайте пару слов про Московский нефтеперерабатывающий. Московский нефтеперерабатывающий завод обладает мощностью 12 миллионов тонн в год. То есть 12... По сырью, да. 12 миллионов тонн нефти он перерабатывает. Он обеспечивает до 40% потребностей в топливе московского региона. То есть Москва и Подмосковье. Тут вот какой момент. После того, как новости поступили, особенно 18 июня, люди побежали, стали выстраиваться в очереди, хватать канистры. Ну, все, что мы любим. Все, о чем мы предупреждали, что люди так не делают, и люди стали делать. Потому что, ну как же, московский завод. У меня вопрос. Давайте вот прикинем, если до 40% с этого завода идет, то, наверное, 60 и более процентов идет с каких-то других заводов. Давайте мягко скажем, с некоторых из этих заводов поступали новости за прошедшие годы о падении обломков, о быстром окислении чего-то там с выделением тепловой энергии, ничего, что я эвфемизмами. И почему-то это не вызывало такой реакции в регионе. Потому что никто не знал, что оттуда тоже идут поставки
в Москву. Наверное, название это совпадает. Да, Москва, московский завод, нужно бежать. И, да, на некоторых заправках у меня, несколько знакомых поехали в это время, кто в отпуск, кто на дачу, и говорили, пытаемся заправиться, а там просто выстроились люди, мы проезжаем дальше, там есть где. Там просто вот стоит заправка. А вот люди выстроились там. Потому что она ближе по дороге, люди увидели, надо ехать туда. Тут, правда, не потребители, понятное дело, нужно ругать. Тут реакция понятна. Тут вопрос в том, что, возможно, имеет смысл добавить в наши сервисы с навигацией еще какие-то возможности, еще какие-то опции, где показывалось бы, тут бензин есть, тут загрузка, автозаправочные станции вот так, как баллами ставят вот пробки. От 1 балла до 9. Все сети АЗС отметить надо, а не только избранные. Я даже не настаиваю. Пусть бы вот те АЗС, которые там отмечены, ставилось бы там, например, отмечалось бы зеленым цветом, если там нет очереди. Я так думаю, это можно посмотреть, посчитать. И красным, если очередь есть. Смотрите, где зелененько следующий, едете туда. Можно так сделать? Наверное, можно. К чему-то такому надо быть готовыми, хотя бы с позиции удобства для потребителя. То есть, еще раз, люди отреагировали, вполне ожидаемо, вполне предсказуемо. Понятно, что сейчас, топливо есть, понятно, опять же, не на всех заправках. Не на всех, да. Но топливо есть там, где есть... Люди заправляются спокойно, да, там выстраиваются чуть больше машин, чем обычно, именно чуть больше, то есть там обычно 2 машины, тут 4 стоит. То есть топливо есть, заправиться можно. Люди испугались, да, люди испугались. Почему? Потому что прочитали новости, московский завод, ай-яй-яй, надо быстрее бежать и еще канистры прихватить. Цепочка очень продолговатая. Москва, я живу, московский НПЗ. Да. Бензина нет, надо идти хватать. Безусловно. Нет, то есть, еще раз, понятное дело, что призывать людей, не надо бежать, создавать ажиотаж. Не надо, бессмысленно. Тебе просто скажут, ты ничего не понимаешь, там еще, может, каких-нибудь слов неприятных в твой адрес скажут, а все эти призывы будут проигнорированы. Но все-таки я попробую. Не надо создавать бешеный ажиотаж, если вдруг что-то происходит. Не надо. Это ухудшает ситуацию. И с 10 канистрами в багажнике приезжать тоже не стоит. Нет, я лично видел за прошедшие месяца 1,5, там были же у нас в некоторых регионах проблемы. Я видел, как на некоторые заправки приезжают люди на грузовичке. Тентик откидывается, там, значит, маленькая такая, очень большая канистра на весь грузовичок, и туда буль-буль-буль-буль-буль, и сливается бензинчик. Вроде как работники автозаправочной станции должны спросить, вы чего творите, но работники автозаправочной станции умело отводят глаза. Так бывает. А текущая ситуация тем более. Хватай канистры, беги, заправляйся, потому что как же так? Так, расскажите о перспективах восстановления НПЗ в Киришах. В Питере ограничение на продажу бензина 20 литров на заправках. Сургутнефтегаза. Сегодня заправлялся. Я не видел такого сообщения. Это я не подвергаю сомнению слова нашего уважаемого зрителя. Я не видел таких сообщений со стороны Сургутнефтегаза. Сургутнефтегаз, мягко скажем, не самый крупный игрок в плане... Это я... Не то, что да и ладно, и ввели ограничения. Нет, просто это не самый крупный игрок на нашем рынке. Но для Питера он важен. Нет, он не только для Питера, там и и Ржевский район, вот все это направление, там представлены эти заправки, он важен, безусловно, но там богато представлены и другие крупные наши игроки, поэтому, их, если ограничения такие ввели, я не готов вам сказать, когда все восстановят, но просто потому, что это, мягко скажем, не самая открытая информация, по крайней мере, мне она неизвестна. Заправьтесь на другой заправке. Они, благо, есть. Это, во-первых. Во-вторых, подобную меру вводила Татнефть на буквально этой же неделе. Она вводила ограничения в ряде регионов, притом ограничения были порядка от 30 литров бензина до 60 дизельного топлива. И по тем же причинам, то есть внеплановый ремонт некоторых мощностей, вроде сейчас ограничения были сняты. Но для понимания, несмотря на то, что Татнефть в тех регионах, где она присутствует, игрок значимый, но количество заправок у этой сети где-то 900 штук. Это много, безусловно, но общее количество в России этих самых заправок где-то 27 тысяч штук. А в тех регионах, где Татнефть представлена была, ее доля была от 3%, где-то до 10%.
То есть, опять же, можно было заправиться на других заправках. Ну, надо учитывать, что вот сделать такую эффектную фотографию и выбросить ее в сеть хочется многим. Я ехал к заправке, а там 0. Вот я срочно сфотографировал, всем рассказал. Хорошие знакомые возвращались из Донецка, фотографировали всю трассу, но вот ажиотаж только ближе к Москве. Во всех прочих местах как-то спокойно. Мне тут, опять же, знакомые сейчас докладывают из других регионов, что у нас тут тишь да благодать, и 95-й по 69 рублей за литр. Опять же, это не означает, что проблем нет. Безусловно, проблемы есть, их надо решать. Борьба снаряда и брони, если вы понимаете, о чем я, здесь оказалась, выиграна в этом раунде снарядом. Хотя до этого в течение нескольких лет выигрывалось броней. Что ж, это будет, видимо, учтено, эти неблагоприятные последствия будут учтены, и будут предприняты меры, чтобы подобного больше не происходило. Будем на это надеяться, во-первых. А во-вторых, еще раз обращаю внимание, что поставки топлива, в целом в регионе есть. Понятное дело, что некоторые заправки поставили по нулям. Такое тоже присутствует. Но в целом вы заправиться вполне себе можете. Да, может, для этого придется чуть дальше проехать. Почему отдельные заправки поставили по нулям? Это вообще интересный момент. У нас, собственно говоря, давайте еще один сюжет в наш разговор про бензин введем. Тем более, что очереди это отдельная ситуация, а другая ситуация – это стремительный рост цен, который и без того наблюдался, а тут еще более стремительный. Итак, темпы роста розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в московском регионе 15-19 июня ускорились в несколько раз к предыдущим неделям, следует из имеющихся у «Коммерсанта» данных. Я хотел сказать у ЕР, потому что это буква ЕР, но мы не будем. А то не поймут. У «Коммерсанта» данных ОМТ Консалт. ОМТ Консалт – это довольно серьезная у нас компания, которая занимается, собственно говоря, исследованием топливного рынка. Если с марта по 15 июня АИ-95 на АЗС в Москве дорожал на 5 копеек, от 5 до 50 копеек за литр в неделю, то на этой неделе цена выросла на 1,76 рубля до 75,33 рублей за литр. 92-й в Москве 15-19 июня подорожал на 2 рубля 7 копеек до 67 рублей 95 копеек. Извините за количество цифр, но в такой ситуации только в цифрах и спасение, потому что они дают некоторую картину. Правда, тут цифры дают искаженную картину. Сейчас мы дочитаем и объясним, почему. В общем, за литр. Тогда как прежде рост был от 10 копеек до 50 копеек в неделю. В Московской области средняя стоимость, в общем, тоже выросла. Если вдруг что, запись нашей программы можно найти на Рутюбе, в ВК, можно поставить на паузу и прочитать вот эту цитату. Можно найти оригинал статьи и тоже прочитать. Но хотим обратить внимание, ускорилось повышение цен. Но давайте для начала еще одну цитату с большим количеством цифр, раз уж мы про цифры начали, а потом добавим картинки. Если можно, следующую цитату 1.7. Темпы роста розничных цен на бензин АИ-90... Так, это то же самое. Ладно, короче говоря, давайте тогда к картинкам перейдем. Давайте к картинкам. 1.8. Тогда проиллюстрируем эту ситуацию и проиллюстрируем ее, собственно говоря, этими двумя фотографиями. Это специально выбранные две заправки, этими руками, сделанные фотографии. Эти две заправки находятся примерно, выбрано специально было место, где они прям рядом, 200 метров между ними. Сделано одновременно практически. Сделана фотография 18 числа. Я думаю, заметна разница, да? Например, сотый бензин на левой фотографии 109 рублей за литр. Тут 95-25. Там 97, 99, 95 бензин, если я правильно сейчас рассмотрел. Тут 73, 34, и так далее. То есть разница местами 20 рублей за литр. Если без экзотики, без сотого бензина, то десятка видна. Легко. У некоторых сетей резко стали расти цены. У некоторых сетей. При этом у других сетей не только не наблюдалось резкого роста, цены там стабилизировались.
А средний показатель, о котором мы говорим, и который будет фиксировать Росстат, который будет кочевать из статьи в статью, да, он вырос. Просто средний показатель в условиях кризиса вообще ни о чем не говорит. Есть ли кризис? Ну, очевидно, есть кризисные явления. Давайте называть вещи своими именами. Не делать вид, как будто, все хорошо, все в порядке. Нет, не все хорошо, не все в порядке. Но просто, когда люди начинают паниковать, просто люди-то понимают, что какой-то кризис есть. Надо с ними говорить нормально, объяснять. Да, кризис есть. Его границы такие-то, такие-то. Чтобы люди понимали границы этого кризиса. А то люди сами себе их придумают, схватят канистры, побегут и будут усугублять существующие проблемы. Существующие, безусловно, проблемы. Ну и опять же, средние цены выросли. Почему? Потому что у некоторых сетей они выросли. Они выросли вот до 100-110 рублей за литр. Да, это экзотический сотый бензин, который занимает 1-2% всего российского рынка. Мало его потребляется. Но, тем не менее, это, знаете, так смотришь и как-то вызывает уважение. 110 рублей. С ума сойти. В результате средняя температура по больнице? Да, растет. Федеральная антимонопольная служба тут обратила внимание на эти странные телодвижения у некоторых сетей. Вот. У той же самой нефтемагистрали, еще одной сети, и давайте цитату соответствующую. В общем, ФАС начала проверку. Служба сообщила 19 июня, что потребовала от Евротранс, управляет 57 АЗС трасса в Москве и Подмосковье, представить обоснование изменения цен на бензин и дизтопливо. Днем ранее аналогичный запрос ФАС направляла сети «Нефтемагистраль», объединяющий более 100 АЗС. По данным Московской топливной ассоциации, на 15 июня у АЗС «Нефтемагистраль» и трасса были высокие цены на топливо. Среди крупных сетей в регионе. Коммерсант направил вопросы в эти компании, собственно говоря, видимо, там не ответили. Вот. То есть, когда вы видите сообщение, что средние цены выросли, вы, как потребитель, понятное дело, хватаетесь за сердце одной рукой, а другой рукой за канистру. И бежите в сторону автомобилей. Если надо наполнить полный бак, еще и канистру наполнить. Потому что вон чего творится. Сейчас цены еще вырастут. Но остановитесь, выдохните, посмотрите на сети тех же нефтяников. Желто-черную посмотрите, красненькую посмотрите. То есть вот те, которые сейчас доступны. Посмотрите, что там с ценами. Посмотрите на цены у других игроков. И сделайте правильный выбор. Нет, если вы хотите, вы можете заправиться и у тех, у кого просто дороже тот же самый бензин. Вам же никто не мешает это сделать. Но просто нужно понимать, что среднее значение по рынку складывается не потому, что вообще бензин подорожал, а потому что у кого-то подорожал, а у кого-то не очень. А среднее значение, да, подросло довольно сильно. Или, как говорят в Росстате, изменилось. Ой, прошу прощения, да, я все время забываю, конечно. Как говорит, действительно был картельный сговор в Москве, пишут нам, между кем и кем. Картельный сговор. Это вы про трейдеров или про кого? Если можно, напишите еще раз про то, со стороны кого должен был быть картельный сговор. И давайте еще есть ли объяснение у этих высоких цен? Может, жадность просто. Просто сумасшедшие люди взяли и решили. У всех 95, а у меня будет 110. У всех 75, а у меня будет 95. Давайте следующую цитату, в которой есть некоторые объяснения, потому что получится, мы только одну как-то сторону ругаем, но у нее есть объяснение у этой стороны. Один из собеседников «Коммерсанта» говорит, что у независимых сетей розничные цены отражают фактическую стоимость топлива, которые они могут приобрести на крупно- и мелкооптовом рынках. По его словам, биржевые сделки с белорусскими нефтепродуктами сейчас проходят по цене выше 111 тысяч рублей за тонну для 92-го бензина, более 124 тысяч рублей за тонну для 95-го и 135-140 тысяч рублей за тонну для летнего дизтоплива. Российские нефтепродукты на бирже стоят на 37-50% дешевле. Но, поясняет источник «Коммерсанта», приобрести их по таким ценам крайне сложно. Мне очень нравится стиль. Один из собеседников. Через 3 строчки он становится источником. Он собеседник. А нет, может, это собеседник, а другие это источники. Это разные люди. Стиль это, такой прогрессивный стиль в режиме Bloomberg, Financial Times. Осведомленные неназванные источники. Или неназванные осведомленные, очень компетентные источники и так далее, и так далее. Можно, конечно, считать это оправданием, но кто этот источник, кто этот собеседник? Да нет, тут момент какой. Спросили кого-то, допустим, представителя компании, какой-нибудь, о которой здесь идет речь. Просто говорите, так он нам объяснил. Неудобно. Там, знаете, ФАС сейчас разбирается, поэтому
И собеседник говорит, ну, ребят, ну мы вот по такой цене покупаем. Опять же, вот эта цена отражает среднюю цену. Точнее как, это является ценой для всего топлива, которое покупается. Ну нет, не является. Но тут 1000 рублей за тонну, что с ними делать? На 1300 можно разделить бензин, на 1200 разделить дизельное топливо. Получите цену за литр оптовую. Ну и можно прикинуть, да, есть ли какие-то обоснования того, что вот люди у себя на заправках поставили такие цены. То есть, да, ФАС начала проверку, но может быть, проверка покажет, что да, вот они купили по такой цене. Есть, правда, шутка. Либо ФАС спрашивает, почему так дорого, либо ФНС спрашивает, почему работаете в минус. Вот. В общем, кто-то обязательно задаст какой-нибудь неудобный вопрос.